мы не можем механически применять те представления о классе, которые были характерны для, допустим, 50-х годов XIX века или даже для 90-х годов XIX века, 20-х годов XX века, скажем. Почему? Потому что классовая структура усложнилась, и главное, усложнилась структура наемного труда. То есть мы можем употреблять понятие пролетариата в политэкономическом смысле, как его употреблял тот же Маркс, подчеркивая, что все лица наемного труда, по крайней мере, те лица наемного труда, которые имеют более-менее стабильную занятость, не разовую занятость, там 5 минут поработал, потом не работаешь, да, а постоянную занятость, соответственно, участвуют в производстве самой пресловутой прибавочной стоимости, все они являются пролетариями. Но в нашем обыденном сознании представление о пролетарии все равно связано с заводским рабочим, с человеком, который с кувалдой или на худой конец со станком работает. А это только часть, это традиционный индустриальный рабочий класс, это теперь только часть совокупного вот этого вот нового пролетариата, который еще очень сильно дифференцирован внутри себя, причем дифференцирован и по отраслям, и по уровню доходов, и даже по способу получения этих доходов, потому что трудовые отношения в разных сферах, в разных отраслях тоже разные. То есть мы имеем в виду, что всюду это наемный труд, но наемный труд сейчас проявляется в разных формах. То есть, ну, скажем, простейший пример, если я сижу дома и, допустим, пишу программы на своем компьютере или читаю лекции, опять же, я получаю за это зарплату, я выступаю в роли наемного работника по отношению к работодателю, который мне за это платит. Но я спонсирую своего работодателя, например, своим электричеством, своим рабочим местом, своей квартирой, потому что он экономит, между прочим, на то, чтобы я не сидел в офисе. Он, более того, может со мной работать так же, как где-нибудь в XIV-XV веке работал владелец рассеянной мануфактуры, когда рабочий тоже сидел у себя дома на своем станке. То есть мы возвращаемся как раз к ранним формам эксплуатации труда, которые теперь в постмодернистском, постиндустриальном технологическом контексте возвращаются. Когда вот у меня компьютер, вот. А что мой компьютер? Мой компьютер, между прочим, это и средство производства, и орудие труда, причем компьютер становится средством производства, именно будучи подключенным к интернету. А вот не подключенный к интернету, он тоже может быть, но остается орудием труда, что очень интересно, да? То есть он является одновременно средством производства и орудием труда, и предметом потребления. Потому что я там еще кино смотрю, и музыку скачиваю, и просто вот узнаю погоду, и билеты для себя заказываю и так далее. То есть, иными словами, базовые, фундаментальные противоречия капитализма все остались там, где они были, никуда они не делись, но сама структура социума, структура рынка труда, структура общественных и трудовых отношений изменилась. Поэтому, например, тоже трудящийся класс, он сейчас стал гораздо более дифференцированным и фрагментированным. И это является как раз большой проблемой для левых, потому что нужно вот эту фрагментированную массу опять собрать во что-то более или менее однородное, хотя бы идеологически.